Интересовался медитацией как таковой с юности, потом экзистенциальный кризис, духовные поиски, ну и нашел канал «Уроки медитации». Друг сразу предупредил, что это секта, я загуглил и нашел только статьи Дворкина и статью на Википедии. У Дворкина хардкор, а на Википедии все красиво, правда она писана самими маргами, как я потом узнал. В общем, ничего страшного вроде нет, вроде мужичок из Ютуба все рационально вещает. Начал медитировать, читать литературу, какую нашел. Вроде тогда еще не было онлайн-магазина с книгами. Путешествие с мистическим мастером, когда приходит время, и йога-психологию. Пересмотрел все видео Садананды на канале за пару месяцев. Влип не на шутку. Ну и нашел в городе Маргов, и тут же случилось так, что Садананда был проездом, и я получил посвящение и попал в Ананда Маргу. Многое было дико, но окно Авертона сделало свое дело. Первые 2 года прям фанатично участвовал локально в Юните, и немного глобально. Был в издательском комитете Ананда Марги, верстал электронные книги и аудиокниги. Потом наступил 2020 год, должность секретаря Юнита плюс карантин плюс личная жизнь плюс развитие на волне карантина онлайн-программ и инфо-цыганство. Эта совокупность факторов меня охладила. Остановился на 4-м уроке, больше не получал, да и все перестал делать кроме первого. Потом и первый перестал делать, но не заходила медитация мне и хоть ты тресни, хотя продолжал ходить на ДЧ и участвовать в жизни Юнита. В итоге в 2022 году сильно все переосмыслил, освободился, пока осмысливал, узнал об Ананда Марге больше, чем за предыдущие годы. В общем, постепенно вышел из организации этим летом. Снова начал медитировать, но не по системе Ананда Марги. Получаю от этого и пользу, и удовольствие. Такая история вкратце. Дальше субъективные выводы. Плюсы Ананда Марги. Я социализировался, получил первый опыт в медитации и дисциплине, познакомился к куче интересных людей, с удовольствием продолжу общаться со многими, но за рамками культа. Минусы Ананда Марги. С юности интересовался медитацией исключительно как методом работы с умом, без всякой эзотерики, а попал в религиозный культ и обзавелся кучей соответствующих комплексов и ограничений. Принял чужие верования и убеждения. Перестал быть духовным искателем. Ушел от первоначальной потребности в медитации во все эти религиозно-эзотерические дебри. При всем уважении к любителям подобного, это не мое. И еще из минусов это закрытость, недосказанность, глубокий догматизм и введение в заблуждение. Тут уже скорее не про Ананда Маргу в целом, а про проект «Уроки медитации». Это вообще отдельная большая тема, которую, к счастью, начали освещать в последнее время. По моим наблюдениям, в Ананда Марге задерживаются 2 категории людей. Первая — фанатики, тут все понятно. Вторая — тусовщики, те, кто не вникают в философию, не встают на должности, исповедуют свою версию духовности. Ходят ради сатсанга, это приятное времяпровождение, классная дружеская тусовка. У нас в Юните больше ко второму варианту, так как мы довольно оторваны от Ананда Марги. Ачарьи тут максимум раз в полгода бывают, поэтому марги больше живут тусовкой, а не организацией, и слава богу. Однако это меня не удержало от ухода, так как нерелигиозные практики Ананда Марги не насаживаемая организационная структура, кроме как в исследовательском контексте, мне более не интересны. К медитации, которая меня собственно интересует, это имеет очень уж отдаленное отношение. Расскажу про один из комплексов, который я заработал в Ананда Марге. Первое время я был прям из фанатиков, надо забавы ради поискать свои сообщения того времени. За 2 с лишним года не пропустил ни одной медитации, ел все по саттве, разглядывал составы, чтобы не дай бог чего лишнего там не попалось, и все в таком роде. Близкие подшучивали, мол, а что случится, если я съем, к примеру, печеньки, в составе которых яйца. Объяснял, и искренне верил я это так. Стоит мне только дать слабину в дисциплине, медитации или питании, как все мое состояние ума и жизнь пойдет по наклонной и откатится назад. Здесь стоит упомянуть, что в Ананда Маргу я пришел в момент сильного внутреннего кризиса и проблем со здоровьем. И если честно, я сильно переживал за возможность откатиться. Это сейчас смешно, а тогда действительно боялся, поэтому упарывался в практику по полной. Гастрит заработал за 1-й год в Ананда Марге. Так и не вылечил до конца и по сей день. Конечно, эти страхи иррациональны и навязаны догмой секты и влиянием Садананды в частности. Например, во вчерашнем видео он, как часто это делает, поделил все на черное и белое, рай и ад, духовный путь и падение. В общем, поел я как-то печенек с яйцами, не осатанел, бухать не начал. Пропустил медитацию, тоже не деградировал.
По итогу следующих 2 лет после моего попустительства в гиенну огненную я не провалился. Нахожусь в комфортном режиме и питания и медитация. Все так же вегетарианю, не пью и не курю, чай, кофе тоже не пью. Правда, это и до Ананда Марги было. Не парюсь с составом продуктов, могу съесть что-нибудь из рыбы и морепродуктов. И все это не в силу догм и самоотречения, а просто это то, что мне нравится. Ну и как писал уже после ухода из Ананда Марги, стал хорошо и с большим удовольствием медитировать. Вывод мой в том, что поляризация жизни, насаживаемая Ананда Маргой, ведет к категоричности, страху, подавлению и, как следствие, психологическим и физическим проблемам. В общем, срединный путь — это наше все. Сейчас, возможно, некоторые адепты Ананда Марги усмотрят причинно-следственную связь между моим попустительством в практике и выходом из Ананда Марги. Мол, ага, дал слабину в садхане и слетел. Думаю, что как минимум 90% из них самих уйдут из Ананда Марги рано или поздно, если смотреть на тенденцию и статистику. Хотелось бы еще как-нибудь раскрыть приобретаемый в секте комплекс общения, когда тебе трудно общаться с так называемыми несатвичными людьми. И это зачастую вызывает страх покинуть сообщество. Или тот самый травматичный опыт, когда и сектантские движухи тебе стали чужды, но и с обычными людьми уже разучился общаться и в итоге остался один. Это вообще отдельная тема. Жизнь, она многогранна, широка, разнообразна и уж точно не делится только на черное и белое. Вроде банальные вещи, которые я, казалось бы, знал всегда, но на несколько лет напрочь забыл об этом.